Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая. Давно не виделись, очень давно. Но я наверстываю упущенное, и скоро на моем канале, кроме этого видео, выйдет еще серия видосов, очень интересных, на мой взгляд, и слегка необычных. Поэтому оставайтесь со мной, следите за обновлениями и погнали! Сегодня у нас будет интересный проект. Мне кажется, я на канале этого еще ни разу не делала, но это не значит, что я никогда этого не делала. Мне захотелось сделать сумку, и сумку необычную. Мне понравилась в Pinterest вот эта сумка кожаная, такая типа ракушка. И мне захотелось попробовать сделать вот такое вот изделие. Мне даже цвета понравились, и мне бы хотелось их сохранить. А еще мне нравится, что краешки вот этих вот лоскутов кожаных, они как бы обработаны другим цветом, таким каким-то оранжевым. И в сегодняшнем видео я покажу, как накладывать на один лоскут несколько материалов. Не тем способом, когда мы делим лоскут ткани какой-то линии, и там, например, левую половину один материал, правую другой, а когда мы на разные части кусочка ткани накладываем материал, например, на фронтальную один материал, на боковую другой материал, а на заднюю стенку третий материал. Кто не знает, как это делается, прошу, посмотрите. Так, что для меня здесь как бы новость? Ну, во-первых, я не знаю, как строится выкройка этой сумки. Я так только предполагаю, как это может строиться. А во-вторых, да, еще тут есть момент. Внизу на донышке есть шов такой. Я так понимаю, что эта сумка на самом деле стоять вот так вот не может. Что, судя по вот этой ручке, она, скорее всего, в подвешенном состоянии, но сфотографирована так, как будто она стоит. Но в 3D-шке мы можем все, поэтому пробуем. Внутрянку я делать не буду. Меня не очень интересуют внутренние карманы. Меня интересует вот именно внешний вид. Я не знаю никаких габаритов этой сумочки. Судя по всему, это что-то не очень большое по соотношению ручки к самой сумке. И носится это в руках. Ну, что-то вроде клатча, что ли. Не знаю. Такая маленькая дамская сумочка, в которую много чего и не положишь. Я не знаю выкроек. Я сейчас буду их сочинять прямо на ваших глазах. И ребят, кому скучно смотреть на мои вот эти все драматические места, когда я пытаюсь что-то там проматывайте. Постараюсь сделать для вас тайм-коды, если там будет какой-то смысл в этих тайм-кодах. Кому интересно, прошу внимания. Итак, поехали. Так, я импортирую сюда рисунок в виде эскиза. Это делается через файл Import Sketch. И выбираем любой рисунок, какой хотим. Вот я выбираю опять эту сумку. И вот у нас скетч. И, собственно говоря, мы можем его тут делать. Ну, в принципе, все. Это все, что вам нужно знать, как импортировать сюда рисунок. Итак, начнем. Какой бы у нас ориентир? Давайте попробуем. Возьму я какого-нибудь персонажа для начала. Девушку, да? Одевать я ее не буду. Давайте я ее просто отключу ей текстуры, чтобы она нас не смущала своим видом. И уберем ей каблуки. Оно нам не надо. Только сцену будет грузить. Дальше. Нам, в принципе, нужно просто какую-то примерку сделать габаритов к этой девушке, да. Давайте я сюда подвезу этот скетч.
примерно я вот сделаю вот так как-то, да? Примерно. Смотрю. Давайте прозрачность уменьшу на 50%, чтобы хоть видно было. Вот. Ну, это, блин, что-то многовато. Наверное, все-таки вот такой вот должна быть эта сумка. С учетом того, что она в перспективе. Так. Хорошо. Что это у нас тут за размер? Давайте сделаем 33 ровненько. Давайте попробуем налепить какой-то кусок ткани, который будет примерно соответствовать габаритам этой сумки. Да, и поскольку мы будем работать с кожей, то нам бы хорошо бы сюда какой-то присед жесткий сразу дать. Я бы зашла сюда, коу-лизер, коровья кожа. Ага. Так, что у нас по размерам? Я думаю, что процентов на... Ну, высоту мы можем так сориентироваться этой сумки, да? Где-то. И что у нас по высоте получается? Ну, давайте округлять. Пусть будет 20, да? А вот ширина должна быть процентов... Давайте я сделаю сначала так. И поскольку она в перспективе, я думаю, что она должна быть процентов на... Может быть, на 20... На 25 шире. А она была сколько? Угу. То есть тоже квадрат. Так. И тогда на 20% шире это 25 будет. Возможно, 25 это много. Давайте сделаем 23. Ну, как-то так. Дальше. Давайте сориентируемся, насколько... Я сейчас скетч немножко подувеличу. Так. Насколько высоко. Так, нет, давайте отложим это с этой стороны. Internal is align. Да, я тут с прошлого проекта, у меня тут что-то осталось. 3, 4, 5. Ну, допустим, 5 сантиметров. Вполне себе. Окей. Еще знаете, что мне не нравится? Мне кажется, что сама сумка должна быть сантиметров 20, а это значит, что крышка может слегка выступать. Поэтому сейчас буду настраивать скетч. Столько, сколько мне надо. Ну, в принципе, окей. Хорошо. Дальше. Кстати, вполне себе подходит вот эта история. Единственное, что ширину я не уверена, что она прям... Хотя она же будет сейчас заужаться. Нет, думаю, подойдет. Итак, вот у нас ориентир для этой сумочки. Я думаю, что боковая сторона этой сумки... Давайте сделаем Ctrl-C, Ctrl-V. Сюда. Так. Отрезаем. Кат. Это удаляем. Думаю, что ширина этой штуки должна быть где-то сантиметров 6. Да?
Мгм. Дальше делим пополам здесь. Хотя, друзья, не будем мы здесь пополам делить, потому что у нас нужно сделать скругление угла. Тут сейчас такая особенность, что... В общем, давайте покажу. Короче, если стоит точка, и мы пытаемся скруглить угол, то какого-то хрена... Где тут? Кстати, что это за... Вот. Видите? Он, короче, не доходит до конца, и меня это вообще не устраивает. Поэтому сделаю следующим образом. Поставлю на 3 сантиметра. Он доведет меня до конца. Я X вот так вот сделаю. Половинку, да? А потом Alt-Y разверну. И не знаю, надо ли мне делать это зеркальной. Ну ладно, пусть будет. В общем, такая у нас будет боковинка. Дальше. Давайте настроим толщину ткани. Где она у нас? Thickness у нас 0,5, а нам надо миллиметра. Ну, миллиметра не меньше, а может и больше. Дальше. Мне бы хотелось, чтобы это все было не трианглами, а квадами. И сейчас у меня 10 миллиметров. Ну, пока сойдет. Хотя изделие не такое большое, и, возможно, надо бы делать его не так. Давайте посмотрим. Сетка сильно большая. Кстати, несмотря на то, что это зеркальная штучка, сетка все равно неравномерная. Интересно. Ну-ка, если я удалю еще раз, сделаю Alt-Y. Да, пофигу. Не работает. Ладно. При пришивании, думаю, что сетка изменится. Хорошо. Так. Оставляем это симметричным. Окей, давайте посчитаем. Должно быть 1, 2, 3. 7 таких полос, да? Второй момент, который меня волнует, что эти полосы, они не должны быть ровными, они как бы какой-то закругленный пол, какой-то конической формы должны быть. Давайте для начала сделаем вот что. Поставим здесь точки. Дальше. Так, я для начала, наверное, сделаю следующее. Просто тоже сделаю... нафиг. Тоже сделаю пока что зеркальную эту штуку. Буду работать с одной половинкой. А там посмотрим, как с ней обойтись. Так. Давайте... Что у нас тут? 5, а здесь 11,5. Так, убираю я вот эту точку. И вот это... Да, боже ж мой. Как... Есть тут горячая клавиша? Нету. Ну ладно. Значит... Ой, это проблема. Ладно. Давайте я тогда не буду так делать. Потом сделаем симметрию. Для начала, значит, здесь 11,5, здесь 5. Делаем скругление. Убираем вот это вот.
Желтая линия — это вертикальная, это на 5 должно быть. А это у нас синяя линия 11,5. Окей. Окей. X. Так. Есть проблемка. Но мы сейчас ее порешаем. Значит, что мы с этим делаем? Убираем вот это вот. Работаем пока с одной половинкой, потом смотрим. Значит, смотрите. Проблема заключается в следующем, что вот это должно быть донышко, но вот эту часть, всю вот эту вот, нам нужно пришить не просто вот к этой части, а еще и вот к этому закруглению. А это у нас в совокупности 16,8. Надо бы как-то, знаете, что сделать? 12, 14,8. Ну ладно. А здесь у нас 15. Значит, у нас не хватает аж целого сантиметра. Даже почти 2. Итак, смотрим. Здесь 16,8. А здесь 15. Значит, нужно поднять на 1,8. Так, вот теперь эта часть пришьется, но мне сейчас вообще не нравится вот это закругление. И мне его хочется сделать по-другому. По-моему, оно должно быть как-то вот так. Да. А теперь нужно посмотреть соотношение как бы всей ширины вот кверху. Например, если... А почему 11,5? Потому что мы 23 делали, да? Давайте я для ровного счета сделаю все-таки на полсантиметра больше. Пусть будет 24. И, кстати, 20% от 20 это 4 сантиметра было, а не 5. Так, давайте так. Здесь будет 12. Значит, я хочу отнять отсюда 1/3. Это 4 сантиметра. И, возможно, этого будет достаточно. Возможно, нет. Давайте я отражу и посмотрю. У нас еще здесь будет закругление, и высота визуально будет, по-моему, чуть меньше. Ну, как бы вот так вот. Дальше. Вот с одной стороны, вот здесь вот может быть просто прямая линия. С другой стороны, она, скорее всего, такой не будет. И будет она здесь с небольшим изгибом. Вот здесь, в этой области. Допустим, 12 сантиметров будут идти... Кстати, здесь сколько? Мне нужно... Вот, да, вот еще проблема. Нужно 16,8. Так, это мы просто Alt-B вниз выравниваем. Вот, с одной стороны X, где здесь 12. Вот эти 12 сантиметров, типа, да, они могут быть прямыми, но вот здесь мне вот что-то подсказывает, что должен быть какой-то изгиб такой небольшой. Вот эти самые 4,8. Давайте я попробую, может быть. А может и нет. Значит, что я сейчас хочу сделать? Я возьму, заморожу вот эту штуку, да. Так, мне что-то нужно делать. Вот здесь Cancel Axis.
С сумками все время такая проблема. Ctrl-D. Никогда не знаешь, что сделать симметричным. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, значит, сейчас я примерно сошью, что получается. Давайте я, наоборот, сделаю так. Вот это заморожу. Вот это я тоже заморожу. Не знаю, где она там валяется где-то. Так, вот это я отморожу, Ctrl-K. Дальше я попришиваю вот это сюда. Что оно еще куда пришилось? Давайте это деактивирую. Дальше N. Вот это сюда. Дальше настроим швы. Для начала это должен быть 90 и, допустим, 50. Это просто для того, чтобы примерить. Да, вот. Дальше берем вот эту нашу деактивированную штуку. Активируем, показываем, размораживаем, присобачиваем сюда. Отлично. Вот она осталась. Да? Теперь что мы можем сделать? Мы можем вот эти штучки заморозить. Давайте аватар раскроем, чтобы он не мешался. Это разморозить. И что попробуем сделать? Попробуем попришивать. Это сюда. А это сюда. И посмотреть, что будет. Вдруг что-то интересное. Так, N. Чё, вот здесь не пришила. Что мы тут имеем? Ну, кстати, похоже. Забавно. Так, тогда мне не нужно вот эти швы, мне нужно было вот эти продолжить. И с этими то же самое поступить, потому что мне тут нужно 90 градусов. Так, дальше. На самом деле они тут не 90 должны быть, но с этими швами потом будем разбираться. Давайте я попробую отморозить их. Значит, что с этим всем надо делать? Его лучше, эту сумку положить, ее вернее. Потому что стоять она у нас не будет пока что. Так. И сейчас будем смотреть, что тут происходит. Что у нас тут с натяжением? О, боже, что случилось? Так, значит, смотрим. Давайте посмотрим на тесте. Есть у нас такой тест. Стресс-аналитик. Ну, кстати, в принципе, не особо оно тут и стрессует. Вот. Ну, здесь в углу фиговая ситуация, как я себе и предполагала. Но она и здесь, честно говоря, видно, что фиговая. Ну, в реальности. И на этом, в принципе, могли бы закончить, но нет. Так мы дело не оставим. Доведемся до конца и попробуем сделать по красоте. Значит, смотрите, что происходит. Мне не нравится, что здесь вот такой вот изгиб получается. Вот здесь вот такой. А это все почему? Потому что я предполагаю, что вот это
должно быть... Давайте я так выдвину это сюда на сантиметр. Потом я хочу сделать немного изгиб. Так. Я хочу... Да что ж такое? Вот. Вот так вот. Но мне, конечно же, не нужно... Мне нужно здесь соблюсти размеры. И сделать... Небольшой такой этот. Дальше здесь. Здесь хочется тоже как-то это все приподнять. И посмотреть, что происходит. Вроде, с одной стороны, как бы стало чуть лучше. Но с другой стороны, даже не знаю. Блин, вряд ли так они делали. Ладно. Будем предполагать, что выкройка была максимально простая. Да, и вот здесь, кстати, шов точно не 180 градусов, а где-то 150 должен быть. То есть он как бы немного сплющивается. Вот еще что. Наверное, вот здесь просто должно быть... Ну, 90 градусов здесь не получится. Ну, как-то так. Блин, все равно хочется вытащить это на сантиметр туда. И сделать небольшой изгиб. Типа как-то так. Так, еще момент. Нет, здесь вот чисто полукруг, и все, и больше ничего нету. Окей. Давайте на это ориентироваться. Так, С. Такое чувство, что здесь должен был быть вот здесь вот прям прямой угол. Давайте я сделаю где-то тут guideline straight. С. Ну вот здесь окей. Теперь 4,8 нужно нам здесь. Так. Может быть, это все-таки высоковато. Давайте здесь на единицу поднимем. Нет, это так уже плоско получается. Так, мы ориентируемся только на одну сторону, ну вот эту. И знаете, вот эта сторона стала получше. Прямо она как-то подуспокоилась. Значит, что мы делаем? Замораживаем. Ой, вот эти стороны убираем. Это я удалю. Это я удалю. Это я сделаю Alt-Y. Так, дальше. Наверное, прежде чем делать Alt-Y, я уберу вот эти максимально простые. Поэтому я не буду их делать этими зеркальными. Я их, ну, в смысле, я их сделаю одно другому зеркально, Apply Symmetric with Shim. А вот это сделаю, вот эту часть я буду делать зеркальной, короче. Так.
Дальше. Это я делаю Ctrl-D. Ага, Ctrl-D не получится. Ctrl-C, Ctrl-V. Дальше B, что у меня тут с этими... Давайте еще раз перешью свободным сшиванием. Это сюда. Это сюда. Не получится. Ладно, потому что у меня же не то. Ну, неважно. Короче. Ой. Блин, почему я не могу это поставить как надо? Короче, как-нибудь переворачиваем. Куда-нибудь сюда притаскиваем. И пытаемся пришить. Да, пришилось. Теперь пришиваем одно к другому. Сюда и сюда. О. Окей. Теперь еще раз B. Вот этот шов должен быть где-то 150. Давайте сделаем 20. Так, это вот. Дальше швы вот здесь настроить нужно. Они поломались. 90. 20. Окей. Хорошо. Судя по стресс-тесту, так и вообще идеал. Фактически. Ну, мне прям нравится. Но мне не нравится. Кстати, а я могу сделать, знаете что? Дайте-ка я удалю вот это и попробую сделать instance pattern. О, получилось, чтобы у нас не надо было заниматься дважды этой фигней. Так. Это все заморозили. Еще раз. Угу. Дальше. Так. Все. Еще раз. Швы. 150. 20. Этот шов. А что 150? Это здесь 150, а там 90. Так, здесь 90. Окей. Все, здесь мне нравится. Но мне не очень нравится вот этот вот изгиб. Так, давайте я его сделаю побольше. Да, вот так. Сейчас он какой-то тупенький, потому что надо все-таки это... Ну, давайте 14,5. Более округлый, чтобы был. Или... Ну... Так, непонятно, что происходит. Так. О, все, идеал. Такая форма мне нравится. Теперь, как мы помним, нам тут нужно аж на 7 штук это разделить. Значит, что делаем? Давайте это скопирую. Ctrl-C, Ctrl-V. Куда-нибудь это оттащу. Ой, да, пусть оно валяется на полу. Так, стресс-тест можно отрубить. Дальше что делаем? Что делаем? Дальше нужно разделить на 7 частей. Но они, кстати, не особо-то и равные. Вот кажется, должны быть равные. Но может быть дело в перспективе, хотя мне кажется нет. Вот эта вот часть, она меньше. Они как будто бы даже уменьшаются. Давайте глянем, что у нас тут. 14,40, да. Так. Как бы нам это сделать?
Раз, два, три. 3,5. Допустим, нам нужно разделить на 3,5. Ну, давайте попробуем. Как бы это нам... Блин, вот не нравится мне. Это ж надо вот это вот еще повторить. И до прямой. Ладно, здесь что? 8? Почему, кстати, здесь 8? 8 и 11. Должно было быть 8. Да, кстати, давайте не будем пока спешить. Могу я 8 разделить на 3,5 безболезненно? Не особо. Ну-ка, 2 и 3 умножить на 3,5. 8,05. Отлично. Тогда уменьшаем это Q до 8,05. Так. Блин, ну почему они же... Хотя, ну ладно. 8,05 это 2,3, да? Так, сплит. Ой, 2,3. Так. И не то что-то. Мне нужно было поделить на... Ну, подожди. Еще раз. 2 и 3 умножить на 3,5. 8,05. Ну да. Так в чем дело? Так, я не могу вам объяснить свою логику, поэтому просто смотрите, что я делаю, и все. Так, x 2 и 3. Так, дальше. Подождите. Это мне нужно было отсюда вот 2 и 3 откладывать. 2 и 3. Сейчас. 2 и 3. И что? И что тут 2 и 3? И здесь 1,15. Во! Чего? Вот здесь должно быть 2 и 3. А здесь 1,15. И получается четенько. Вот. Теперь получается все как надо. Но теперь мне не нравится, что у меня не так, как здесь. Ладно, давайте пока что сделаем следующее. Я сделаю здесь 2. И давайте на 30 миллиметров подвинем все эти точки. Так. Тогда вот это у меня будет шире. Вот эту точку я подвину на 2, например. Итак, у меня здесь будет 2, здесь будет 2,1, здесь будет 2,3, здесь будет 2,2 сделать. А здесь будет самая широкая. Допустим, 2,2, только не в ту сторону. Здесь у меня будет 1,75. Это... Ты что-то до хрена? 3,5. Ну, хотя центральная часть на 3,5 вполне себе. Я могу задистрибьютить как-то.
Нет, не могу. Ну-ка, давайте я попробую, знаете, что сделать? Типа внутренняя линия. Внутренняя линия. Так, есть какой-то дистрибьют здесь, но вообще не то, что надо. Что это такое? Не получится. Так, ладно. Здесь 14,4. 14,4 разделить на 3,5. 4,1. Ладно, давайте сделаем так. X, допустим, здесь будет 3,5. Сейчас будем изгаляться. Здесь будет 3,75. Здесь, допустим, будет 4. И пробуем объединить. Ну, типа как-то так. Давайте посмотрим на internal лайны. Блин, а я не там точки поставила, да? Ну, пофигу. Зачем я копировала тогда вот это? Я же на этом хотела тренироваться. Ну, в целом потренировалась здесь. Теперь, смотрите. Значит, что нужно сделать? Нам нужно добиться такого, чтобы вот здесь не было клюва. Вот здесь вот. А как нам этого добиться? У нас должен быть изгиб. А как у нас должен быть изгиб? Предположим, что... Сейчас я отсюда вот до сюда проложу такую штуку. Так, Г. Сейчас. Так. Теперь подниму ее сантиметров на 6 в этой точке. Где-то на 6. А может... Думаю, а может и на 7. Так, дальше. Делаем следующее. Закручиваем ее слегка. Ну, так, чтобы вот здесь, например, здесь мы делаем вот так. Допустим, так. И здесь у нас должен быть какой-то изгиб такой. Плюс нам еще нужны... Что нам еще нужно? Так, а как у нас тут сшивается? А тут у нас сшивается одно к другому как-то. Прям шов нашит, да? Тут же не друг на друга внахлёст. Хотя логичнее было бы внахлёст вот это вот сшить, а не друг к другу. Но, скорее всего, тут сшито именно друг к другу, потому что тогда формы ракушки не будет. Блин, посмотреть бы, как здесь прошито, а? Такое чувство, что вот здесь вот
прям вот здесь вот, оно не друг к другу. А вот здесь вот начинается, например, уже шов друг к другу. Ладно, есть у меня одна задумка, посмотрим. Значит, что мы теперь вот с этим вот делаем? Я бы, наверное... Ну... Вот так. Сильно. Ну, вот так как-то. Значит, что будем делать с этой линией? Будем по ней ориентироваться. Удалим гайдлайны. И давайте удалю-ка я референс-лайны и что-то еще. Ой, как они называются-то, господи? Забыла. Короче, базовые линии. Как их удалить, я не помню. Постоянно забываю. Так, remove не то. Так, наверное, это надо здесь. Вот, remove all baselines. Хорошо. Значит, пробуем делать следующее. X. Так, нет, давайте я это залочу. X. Здесь точка нужна, здесь точка нужна и здесь точка нужна, да? Теперь мы пробуем смещать это все. Здесь, например, на... Там можем как-то эту точку привязать? Не можем. Ну ладно. Допустим, на полсантиметра, на полмиллиметра, вернее. Так. А, подождите-ка. А мне это зачем? Нет, вот центральную, кстати, не нужно никуда было смещать. Нужно было сместить вот эту. И вот эту. Да. Во. Теперь берем Edit Arc и немножечко так. Где тут гайдлайн? Straight. Create guideline. Straight. Дальше. Edit Arc. Так, C. Вот это по направляйке выставляем. И C. Это, конечно же, тоже по направляйке выставляем. Так. И что получаем? Знаете что? Вот здесь-то все правильно. Здесь надо вот это расширить. И где-то на... Так, это сюда. На полмиллиметра тоже. Или на 3. На 0,3. Нет, больше. Да. И то же самое надо сделать. Сейчас еще будем все это донышко нафиг переделывать. Но нам нужно, примерно понять, как вот здесь должен быть изгиб. Так, берем Edit Arc. Так. Ай.
Create guideline straight, C. О, тут прям четенько. Хорошо. Ну, вроде бы, да. Практически. Давайте я, знаете, что сделаю? Ctrl-C, Ctrl-V. Сюда. Так, я не могу поудалять все гайдлайны. Все, удалила. Так, это мы делаем Ctrl-K. Пока это пусть застынет. В смысле, заморожу и все, и скрою. Дальше. Что делаем? Эта линия нам еще пригодится. По ней мы будем что-то складывать. Да? Давайте я, знаете, что сделаю? Я сейчас увеличу здесь particle distance, вернее, уменьшу, чтобы было поменьше сетка, помельче. Дальше нам нужно сделать следующее. Вот от этих линий нам нужно сделать add internal isoline. Только не 5 сантиметров, а 0,2 миллиметра. Я думаю, достаточно будет. Так. Хотя нет. Так, если это будет рез, а тут шов. Ну да, пусть так будет. Значит, дальше что делаем? Берем. Мы, в принципе, могли бы оставить это как базовую форму, на которую все налепим. Чтобы это было как будто бы подкладка такая. Да? Ладно, давайте попробуем. Add internal isoline. Oh, no. Надо все выделить. Add internal isoline 0,2. Дальше вот здесь надо затримить. Так, trim to outline. Так. Здесь вроде бы все ок. Меня точка вот эта смущает. Так, trim to outline. Вот это вот, которое вообще не на том месте находится. X. Надо ее здесь поставить. Так, я хочу, знаете, что сделать? Клон as reference line. Так, я хочу вот эту точку удалить. И round corner. Нет, не так. Edit arc. И вот здесь вот. Вот. Сюда вернуть. Окей. Так, давайте я, чтобы уже точно знать, что у меня все тут четко куда надо, выделю это и сделаю trim to outline и проверю. Вроде бы нормально. Хорошо. Так, это я куда-нибудь сюда. Все, я могу ее залочить, она мне не мешает. Что я могу сделать? Я сейчас беру вот это вот и делаю следующее. Я, конечно, нет, знаете, что я сделаю? Я скопирую Ctrl-C, Ctrl-V.
Дальше. Я хочу вот это вот все тоже сделать outline. Только это offset pattern outline 0,2. Окей. Так. Еще раз. Offset pattern outline. Не забываем create internal line ставить. Здесь ничего больше не меняем. Окей. Единственное, что... ну, в принципе, мне нафиг не надо это. Дальше. Не знаю, нужны ли мне эти точки или нет. Ладно, пусть будут. Они есть не просят. Вот проблема. Значит, смотрите. Вот эти все штучки. Блин, нет, давайте мы не так будем делать, не в outline, а наоборот сделаем internal line, и тогда должно быть все нормально. Да, вот так. Окей. Единственное, что... Так. Еще раз. Где здесь... Да, блин. Так. Delete all reference line. Еще раз. Clone as reference line. Внутри вот эти точки мне что-то не шли, не ехали. Я сейчас переделаю вот эту линию. Делаем арку и настраиваем ее прям. Четко, как мне надо. Так. Так. Create guideline X, C, вот здесь. Теперь похоже, но трошки уехала. С. Натянем. Теперь даже практически идеал. Ну там совсем уж микромиллиметры. Так. Давайте попробуем здесь оттащить немножечко. Ну все, я думаю, такая степень точности меня устраивает. Хорошо. Значит, что делаем? Давайте еще раз Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V. Значит, первое, что я делаю, режу здесь. Cut. Да. Это удаляем. У нас остается центральная часть. Значит, здесь. Режем вот здесь и вот здесь. По внешним вот этим вот штучкам. Cut. Так. Это удаляем. Это все удаляем. Это удаляем. Две остаются. Так, еще надо скопировать одну. Ctrl-C, Ctrl-V. Так, я отрезала первую, вторую. Теперь вот это и вот это. Cut.
Удаляем вот это и вот это. И осталось отрезать последнюю. Это вот это. Кат. Это можно удалить. Теперь составляем все это до кучи. И сейчас будем что-то сшивать. Что-то как-то сшивать и мучить. Это вот все. В общем, собираем такую половинку. Значит, как сшиваем? N. Давайте M. Вот это... Да что ж ты. Сюда. Это... Сюда. Дальше set sublayer ставим это сюда, это сюда, это сюда. Сразу ставим вот так вот. Дальше еще раз сшиваем. Это внутренняя часть. Алло. К вот этой внешней. Дальше вот эта внутренняя часть. К вот этой внешней. Где это у нас вся история? Давайте я это куда-то подыму. Сюда, да? Давайте я все остальные штуки деактивирую. Так. Этому я дам упасть. И распрямиться. Дальше будем активировать по очереди. И... Так, это я заморожу, чуть-чуть приподниму и дам этому пришиться. Так, они у нас из-за чего? Из-за шва? Из-за швов, так... Ну, бог с ним. Давайте дадим этому всему упасть. И потом вместе приподнимем. Дальше. Наверное, нужно будет пришить и вот эту внешнюю сторону, потому что не лежит оно плоско, но нужно будет поубирать эти нормали. Потому что эти швы у нас должны быть просто невидимыми. Да чтоб тебя. Так, и... Это сюда. Окей. Хорошо, давайте это приподнимаем. Подмораживаем. Так. Ctrl-Shift-J, чтобы оно активировалось. Подвигаем, даем пришиться. Окей. Давайте оставшиеся штучки Ctrl-Shift-J. Подвигаем. Даем пришиться. Окей. Теперь все это я размораживаю и даю этому упасть. Ну, по сути, получили то, что нужно. Единственное, что не так они у меня лежат. Вот эта сторона нормально лежит, а эта сторона лежит ненормально. Вот это... Да. Ух ты! Что, куда я сделала? Понятно. Короче, вот это я
Не настроила. Алло. Теперь, да. Теперь, значит, смотрите, что нужно сделать. Вот эти швы вот по внешнему краю, вот эти вот, нам нужно убрать видимость нормали. Да, чтоб тебя... Ладно, все. Эластик убираем, все. И что получили мы? Получили мы вот такую штучку классную. Так, теперь мне мешает internal line. Во, видите? Она таким веером как бы это пришилась. И отлично. Единственное, что мне теперь не нравится, что это 1 миллиметр. Давайте 2 сделаем. Дальше. Давайте я уж как-то настрою ткань, в смысле цвет. Пошли в Garment. Пробуем найти кожу. Лизер. Не вижу я тут, чтобы это на кожу было похоже. Какая-то африканская кожа. Нормалки какие-то непонятные. Ну вот, кстати, вот это похоже. Кидаем сюда. Что мы тут имеем? Да, имеем какую-то текстуру кожи. А теперь мы сейчас настроим какой-то полиэстер. Ну, допустим. Нам заново нужно поставить пресет. Я это только чисто для текстуры взяла, но как бы пресет у нас слетел. Пресет мы ставим Trims Co Laser. И тоже ставим 2 миллиметра. Да? Окей. Аж вон подпрыгнула. Отлично. Так, мне, в принципе, это все прям нравится. Что мы с этим можем сделать? Мы можем это нашить прям на основу. Так, да, теперь мне бы хотелось поднастроить. У нас должно быть 2 кожи. Кстати, вот это вообще замша. Ну и хорошо. Значит, найдем еще и замшу. Давайте цвет настроим у этой красивой кожи. Идем в материал. Кстати, у меня такое ощущение, что это одна и та же кожа, просто это с изнанки, ну, типа, замшевая сторона, а это лицевая сторона. Поэтому давайте настроим просто один материал на все случаи жизни. А хотя... Блин, потом придется выворачивать. Ну ладно, посмотрим. Значит, берем цвет. Цвет нам нужен какой-то супер красивый. Такой. Мы можем, конечно, пипеткой запипетить что-нибудь отсюда, но это не сильно насыщенно. Дальше нам нужно поменять на Recolor. Ох, это супер яркий цвет. Надо как-то не такой вот прям... Не супер такой чистый, какой-то более такой вот... Сейчас на глаз поищем. Ну, окей. Похоже. Дальше. Как настроить, чтобы с 3 сторон, с торца, сбоку и сзади были разные материалы? Делаем... Мы настроили фронт, делаем сайд. В сайде мы отключаем галочку и ставим сюда другой цвет. Какой-то коричневый или оранжевый. Давайте пипеткой еще раз где-нибудь запипетим. Прям слишком красный. Так, давайте посмотрим, что получилось. Ну, это прям слишком оранжевый. Давайте более коричневый, что ли. Да, вот.
Теперь попробуем сделать сайд. И давайте, чтобы я увидел этот сайд, я сейчас возьму вот это вот и выверну. Flip Orientation на 3D. Теперь возвращаемся в ткань, возвращаемся к материалу и настраиваем бэк. И в бэке вместо розового... да, кстати, тут тоже галочку нужно отключить. Давайте я гляну, какая у нас еще есть текстура. Давайте такую открою. Это еще, да? Да, вот обратная сторона. Не знаю, похоже, не похоже. Ну, типа похоже. Дальше делаем какой-то оранжевый цвет. Recolor, да. Нормалка не та. Это металличность. Давайте, знаете, как попробуем сейчас сделать? Возьму сейчас кусок. Вернее, возьму тут этот самый, попробую еще какую-то кожу найти. Тут была какая-то замша. Что за African Leather? И попробую сейчас... Где он, этот кусок? Вот этот кусок. На него сейчас накинем и посмотрим. Так. Ох ты ж. Прикольно, конечно, но такая нам не нужна. Ого, какие тут штуки классные. Прям вообще. Это какая-то крокодиловая. К сожалению, не везде видно, что тут происходит. Нет, это слишком блестящее. Это вообще вроде даже не кожа, а фиг знает что. Тут вообще ничего не понятно. Так, тоже какая-то фигня. Так, интересно, но не то. Нам нужна замша. Это, кстати, на что-то такое похоже. На какую-то обратную сторону. Так, что еще есть? А может быть, кстати, можно попробовать сделать по-другому. У нас тут есть какие-то нормалки от кожи. И мы можем просто их потыкать. А вот текстуру кожи можем убрать. Так. И это у нас была... Давайте я удалю текстуру. И попробую засунуть какие-то нормалки. Так, это не то. И это тоже не то. И это не то. Так. Это что? Лизер флюкс. Ну-ка. Сюда. Это что-то непонятное. Так. Давай еще раз сюда. Это я сюда и засовывал эту штуку. Угу. Еще у меня что есть? Еще тут какие-то нормалки. Я не туда засунула, балда.
Да, это все то же самое. Кстати, вот эта штука похожа на то, что мне надо, только помельче сделать. А давайте так оставим. Вполне себе прилично. Единственное, что мне не нужен здесь такой глянец на этой стороне. И давайте это удалю вместе с той штукой, которую я делала. Так, глянец надо убрать. Gloss map. Что у меня за gloss map? Убрать вообще нафиг. О, все. Gloss map нет, и это вроде выглядит более шероховато. Это, ну и нормально. Тут еще какая-то карта металличности, надо ее убрать отсюда. Все, в принципе, меня, наверное, этот цвет устраивает. Может быть, почище бы сделать его? Вот так. Вполне себе. Так, что мы тут имеем? Вот наша сумочка, да? Теперь нам надо ее... Блин, наверное, я бы все-таки шила ее... Не нашивала бы сверху, а просто пошила бы из вот таких штук. И все. Так, здесь делаем следующее. Что у меня здесь такое? У меня здесь забыла я, что я тут нафигачила лишних линий. Так, add internal isoline 0,2. Нам же еще нужно пришиться тут тоже. Единственное, знаете, что мне теперь кажется, что вот это вот слишком уж широко. И хочется сделать это все поуже. Блин, наверное, я это так и сделаю. В общем, это я все удалю, а вот эти линии я исправлю. И каким образом я это сделаю? Наверное, мне нужно вот это подвинуть сюда. На полсантиметра. И вот это. На 0,7. И что получается? Так, delete reference line. В принципе, не надо ничего. Давайте я гляну сверху. И посмотрим на internal line. Да, мне так больше нравится, определенно. Единственное, что здесь тоже хочется где-то на 2 миллиметра меньше сделать. То что еще швы будут внаружу. Так. Да, швы хочется наружу сделать. Так, вот это, наверное, надо трохи назад.
No, надо изгиб исправить. Так, где тут этот гайдлайн? Божечки мой. Так, здесь C надо убрать. И сделать это Edit Arc. Теперь да. Дальше. Еще раз. Единственное, что C. Вот здесь. Здесь попрямее надо, да. Так, еще раз. Clone reference line. Удаляем вот эту точку. И еще раз делаем кривую. Настраиваем по референсной линии. Все. И повторяем операцию еще раз. Add internal isoline. Да, ребята, когда нету плана, что как делать, вот такая вот история получается. Вечно нужно это. Так, значит, ну зато сейчас мне нравится равномерность линий относительно. Единственное, что теперь мне не нравится, знаете что? Что вот здесь мне хочется сделать... И здесь мне хочется сделать на... Перенести. Вот так. Дальше мне хочется сделать... О боже, только не это. Почему у меня опять здесь эти кривые, а не то, что мне надо? Edit Arc. Потому что я делала... Я знаю почему. Ладно, кривые да кривые. Фиг с тобой. Так. Блин, ладно, не буду я уже так заморачиваться, это уж совсем. Знаете что, надо не вот здесь вот, а вот здесь вот их переместить. Немножечко, буквально на чуточку. И здесь до сюда дотянуть. И еще немножечко. И тогда будет получше. И даже, возможно, еще. Ну, типа, как-то так. Теперь удалю я вот это и оставлю только по одной кривой. И их можно будет относительно друг друга выставить. Ну, и теперь я хочу еще и это сдвинуть. Блин, зараза. Так, что-то у меня тут пошло не так. Б, Z, C.
Ctrl-C. Так, вот оно. Вот оно все пошло не туда. Так, вроде бы все ок. Все, хватит этим заниматься, давай уже. Оля, блин, сколько можно? Сейчас еще чуть-чуть, и все будет нормально. Да, конечно. Все. Значит, удаляем все референс-лайны. Закончили. Еще раз Ctrl-C, Ctrl-V. Да, кстати, чтобы я этим не занималась 10 раз, Ctrl-C, Ctrl-V и правой кнопкой мыши делаем... Сколько нам надо? 4 копии. Окей. Так, это сюда. А в принципе, пусть они так друг над другом и находятся. Сейчас сделаю move to куды. Move to ground. Ну и как-то давай поближе их друг к дружке. Чтобы они недалеко улетали. Окей. Так, первым делом отрезаем это. Cut. Это удаляем. Это замораживаем. Дальше. Отрезаем здесь и здесь. Cut. Так, проблемка. Не все я выбрала. Cut. Удаляем. 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 Это что? Кажись, я что-то не то удалила. Да, это удаляем. Это сюда. Это сюда. Так. Это удаляем. Дальше. Подтаскиваем. Это и это. Cut. Удаляем, удаляем. Удаляем. Это сюда. Это сюда. И последнее. Cut. Это удаляем. Да, куда ты? Так, у меня тут какая-то лажа, которая мне не нужна. Так, это сюда ставим и начинаем все снова пришивать. Что у нас? Все замороженное, да? Давайте я все заморожу. И буду пришивать потихоньку. Вот это. Так, вот это я отморожу и пришиваем свободным сшиванием. Короче, это долго. Давайте я сделаю так, да, и буду его продлять. Это быстрее. Так, давайте отсюда. Так. Окей, теперь надо сразу сет сабойеры поставить.
Дальше. N. Это сюда. Это сюда. Дальше. Просто продляем. Это быстрее, чем целиться. Так. Ой, ребята, забыл отморозить. Давай, отфигачивайся. Так, я не знаю, что тут произошло. Вот. Вот что произошло. Я не удлинила. О. Все. Отлично. Это размораживаем и пришиваем. Так. Тут я лишнего что-то сделала. Ой, ну давай уже, отматывайся. Нам не надо так, чтобы ты тут сюда вот прилетал. Нам надо, чтобы ты отмотался. Давай. О! Что, мне, в принципе, прям нравится. Единственное, что тут что-то произошло. О, все встало куда надо. В принципе, окей. Единственное, что я забыла сделать перед разрезанием, это сделать вот этот Add Internal Isoline. Так, дальше. У меня торчат хвосты. У некоторых точек. Да, вроде все. Хорошо. Тут я сделала. Значит, дальше. Тут я тоже сделала. Давайте попробуем. Ctrl-K. Я сейчас вот это все сделаю. Вот это я перетащу на сумку. И как-то расположу ее здесь. Да. Дальше. Вот это и вот это я, наверное, деактивирую. Скрою. И вообще куда-нибудь выкину. Нафиг отсюда. Shift-Q. А вот с этими частями я буду работать. Так. Я хочу сделать это Instance Pattern. Дальше. Давайте перевернем. Сюда затаскиваем. Теперь что-то тут накручиваем. Давайте это заморожу. Так. Теперь нам нужно сшить. И сшить у нас будет проблема. Потому что... Так, это Internal Isoline 0.2. Окей. Значит, что нам нужно с чем сшивать? Нам нужно будет сшить. Это у нас что? Это у нас перевернуто. Ну, давайте так, короче. Это сюда. Это
Это сюда. Это сюда. Это сюда. Так. 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 И так. Дальше. Сейчас сошьем внешние. Вот с этим. Давайте-ка я поубираю лишнее. Пока что. Дальше. А это думаю, что сюда. О. Надо было флипнуть. Так. Поняла. Как здесь флипнуть это? Я неправильно пришила. Значит, это мы пришиваем сюда. А это пришиваем сюда. Теперь правильно. Теперь я хочу разморозить вот эти части. И попробовать все это сшить. Дальше, в принципе, можно все разморозить. Ага. Так, опачки. Ну, получилось. Только я же не все сшила. Вот эту часть я вообще не пришила, да? Так, N. Так, вернее, М. Б. Надо лишнее поудалять. Давайте я вот это все порасшиваю, чтобы я знала, что у меня пришито. Это сюда. Значит, М. Вот это нужно пришить сюда. Дальше у меня не прошито вот это. Это вот с этим. Теперь моментик Б. Нужно протягивать швы, а то у меня не везде они допротянуты. Так. И здесь то же самое, потому что всякие лишние точки. Так. И так. Окей. Теперь мне нужно, чтобы эти швы, это тюрнет. Теперь давайте сшивать это с этим, это с этим, это с этим, это с этим. Нижние части. А потом поубираем еще и нормалки. Так, теперь дотягиваем. Все, что не дотянулось, это у нас в двух местах такое. Так. Интересно, сколько времени уже этим занимаюсь? У меня опять, походу, видос будет на 3 часа. Так. В общем, что-то получилось. Но, значит, смотрите, что нам нужно сделать. Вот это, вот эти швы. Вот эти вот швы у нас не должны быть флэт. Они должны быть тюрнет. И у них не должно быть нормалей. Во.
Дальше. Что должно быть с этими швами? Они должны быть turned, и у них тоже не должно быть нормалей. Elasticity нам тоже нафиг не нужен. И у нас еще есть вот такие швы, которые нам точно нужны. Так. А этот шов нам тут нужен. Так. Ну, тут ясно, что turned. Дальше. Нам нужно, чтобы... А у меня не... ну правильно, у меня что, 180 стоят, а там turned. Окей. У меня там даже и не прошито. Великолепно, что ты тут скажешь? Так, здесь turned, здесь нормали нужны. Б. Здесь у меня должны быть turned. Это мне не нужно. О, прекрасно. Чего у нас тут не так? Не так у нас тут вот что. Вот здесь должен быть изгиб. Только в какую сторону? В большую. Где-то 230. И должен быть он где-то на 50 усиления. Да, потому что у нас тут как бы стык в стык идет. Так, это мы выправили. Что еще? Такое впечатление, что здесь что-то со швами не так. Да, кстати, вот здесь нам нужно, чтобы тоже было где-то 270. О, наоборот, 90. Мы же внутрянкой наружу. Да. 90. Так, а у меня здесь turned не в ту сторону. КФТМ. Знаете-ка, я это вот так сделаю. Пусть оно уляжется. Вот так. Хорошо, давайте это заморожу. Ctrl-Shift-J. В другую сторону. Блин. Край в другую сторону, ё-моё. Да чтоб тебя. Ладно. Что-нибудь порешаем. Блин, вот зараза. Я не могу. Ладно, Ctrl-Shift-J еще раз. Да выправись ты уже. Пожалуйста. Что за лажа такая? Так, у меня есть что-то... Вот это вот где у меня... Так, у меня тут тоже лишние какие-то палочки. Надо их поприбирать и поудалять отсюда. Ctrl-Shift-J, Shift-Q. Вот оно. Ctrl-K, Shift-Q. Все, это нам не нужно. Так, давай-то это сюда вытащу. Что-то мне тут еще мешает, а? Еще какие-то куски чего-то валяются или что? Это что? Так, где тут разблокировать?
Shift-C. А, вот что мне мешает. О, поняла. Так. Куда-нибудь сюда. Shift-Q. Shift-Q. Давай, располагайся, пожалуйста, будь добр. Или будь добра, как тебя тут лучше. А, давайте я нафиг это удалю вообще. Не получится ж так. Блин. Ладно. Это вот это, да. Значит, что я сейчас сделаю? Возьму, вот так вот проведу. Сделаю 90. Вот так вот, да. Чтобы внутрь ее как будто бы загнуло. Да чтоб тебя. Ну почему ты нормально не можешь встать как надо? Вот такая вот фигня. Так, тут еще что-то мешает. Shift. Да что ж такое-то? Почему оно... Допустим, тут что-то ему мешает. Давайте передвинем. О, мешать перестало. Хорошо. Теперь просто ложись. Что опять не так? Ладно, давайте, допустим, мы это заморозили. Это Ctrl-Shift-J. Ну. И... Так, по всей видимости, что-то у меня не так со швами какими-то. А, понятно. Потому что должно быть тюрнет. И здесь тюрнет. Ну и здесь тюрнет. Так, здесь никаких нормалок. 0, никакой эластичности. Все. Удаляем вот эту палочку. И смотрим. Это можно Ctrl-K. О! Вот теперь оно как надо себя ведет. Но что-то все равно непонятно. Что-то она какая-то странная. Она почему-то не может нормально упасть. Ей как будто бы что-то здесь мешает. А! Ребята, я вообще... Конечно, у меня стоит аватар, который в центре. Он мешает. И, конечно же, у меня ничего не ложится. Так, это мы спрячем. Это мы спрячем. Давайте выделим вот это вот. Как-то положим аккуратненько на середину. Дадим этому просимулироваться. Опа! Какая классная штучка получилась. Мне прям нравится. Вообще. Так. Единственное, что мне бы хотелось, это все-таки... ну, до сюда, до куда-нибудь 12 сантиметров. Сделать вот эту линию. Зачем она мне нужна? Я хочу сделать ее как его, Realistic Fold где-то на
5 миллиметров, если это возможно. И я хочу fold angle сделать градиентом. Где у нас А, а где у нас Б? Что не подписано? А, вот А. Здесь, значит, где А, должно быть 90, а там внизу 180. Что это нам дает? У нас сюда как бы так. Только знаете что? Это плохая история, делать это все одной линией. Значит, 90 отменяется, делаем 150 и делаем add internal isoline в обе стороны, double side по 2, наверное, штук 4 хватит. Или давайте 3, но по 3 миллиметра. Или по 5, 2, fold рендеринг не надо, окей. Realistic fold работает, тут нет. Вряд ли с градиентом оно работает. 150. Ой, забыла кое-что. Так, это должно быть Q12. Но вообще и меньше должно быть. Значит, сила у этих градиентов должна быть так, white 2 или 1. Вообще ничего не работает тут. Fold рендеринг с градиентом не работает. Ладно, сила должна быть 50. Окей. А может и больше. Так, дальше. Делаем следующее. Это поднимаем на 2 сантиметра. И это поднимаем еще на 2 сантиметра. Нам потому что нужно... Но теперь... О! Я подняла не то, что надо. Ну, давайте затримем. Значит, что не хватает? 150 это мало, походу. Давайте сделаем 120. О! Согнулась получше. Так. На ракушку похоже. Да? Похоже. Блин, что-то, наверное, мне не нравится. Давайте сделаем пониже. На 2. И 1. Так. Блин, если 100 сделать, то что будет? Чё-то не ахти. Так, значит, чтобы нам прижать немножечко вот эту штуку, делаем следующее. Берем Add Track, ставим тут, ставим тут и настраиваем где-то. Это мы типа как будто бы мы прошили булавкой. Но не булавкой, как будто бы мы привязали туда веревку к этим точкам и стянули этой веревочкой. Например, сделаем это где-то сантиметра 4.
И смотрим, что получается. Так, вот в этом месте мы стянули, да? Отлично. Давайте стянем еще в паре мест. Например, вот здесь. Это где вообще? Это вот эта точка, да? Окей. Так, трек. Add трек. Давайте здесь. И это противоположно должно быть вот здесь. Ставим тоже 4. И сделаем то же самое здесь. Здесь и здесь 4. Опа. Ну, как-то так. Дальше. Есть моментик. Мне кажется, я знаю, в чем еще проблема. А вот в этой штуке 90, возможно, это много. Давайте сделаем не 90, а 120. Так. Или 150, например. Тогда не только в этой, во всей. Вот так, 120 и, допустим, 10 сила. Ну, что получается? Вроде как получше. Блин, единственное, что мне что-то хочется сейчас растащить вот эти точки. Trim to outline. Например, сделать это на полсантиметра сюда. Не знаю, насколько это нормально вообще. На полсантиметра сюда. Какая-то фигня, честно говоря. Так, тогда попробуем. Тогда попробуем сделать. Не нравится мне. Так. Realistic fold. Ого! Вот это да! Если Realistic Fold не делать, то это... Тут такая история получается. Это что за нафиг? То оно прям очень сильно фигачит. Так. Угу. Хорошо. Тогда нафиг Realistic Fold. И придется делать мелкую сетку. Делаем так. Add internal isoline на 0,2. И, конечно же, их нужно будет сделать чуть ли не 8 штук. Так, только Extended надо убрать. Так, и делаем градиент. Здесь делаем 150. Сила на 10. Ого! Ребята, что-то это сильно. Давайте сделаем меньше. 170. 160. Ого! Сильно! Так, что-то у меня тут уехало. Realistic Fold нам в таком случае не нужен. Но сила нам тоже... А что у меня сила? 110? Тут сила даже хоть 5 поставить, будет 1 фиг, наверное. Не, нормально. Окей.
Что еще мы можем сделать? Я бы, наверное, вот эти треки, кстати. Вот эти вот сделала бы на 3, например. А этот на 3,5. Ну-ка. Ну, типа как-то так. Похоже? Как думаете? Вроде бы похоже. Так, что нам нужно? Нам нужно сделать клапан. На клапане нужно сделать ручку, повесить сумку на ручке. И, в принципе... и швы. Давайте швы сделаю прямо сейчас. Так, что у нас со швами? Швы какие-то мелкие, допустим, белым цветом они сделаны. Идем в швы. Я создаю свой топ-стич. Так, и я его настраиваю. Free топ-стич. Так. Здесь. Так, внутри мне не надо, мне нужно только на наружных швах. Так. И здесь. Дальше. Здесь точно нужен топ-стич. Так, здесь тоже нужно. Только внаружи. Ой, как же целиться-то тяжко, а? Так, давайте... А что у меня не настраиваются? Ну и ладно. Где этот топ-стич? Не настраивается, и фиг с тобой. Так, да. Дальше. Давайте сегмент. Не. У меня же есть Simline топ-стич. Так. Да, божечки. Это было просто топ-стич делать, да и все. Так, не знаю, чем они отличаются. Simline топ-стич от обычного фришного топ-стича. Так. Ну, ладно. Теперь вроде бы все. Окей. Теперь нам нужно убрать с него этот офсет, чтобы он стоял там, где мне надо. Дальше. Давайте ширину сделаем его на 0,1. Дальше длину его сделаем на 0,3. И маленький спейс ему сделаем на 0,05. А может быть длину... Хотя...
Так. Чё, в принципе, норм. Единственное, что цвет не надо нам уж такой белый. Возьмем какой-то голубой, бледный. Ну, прям надо ненасыщенный такой брать, такой какой-то. Да. Окей. С этим разобрались. Дальше. Давайте сделаем клапан. Потому что на клапане у нас... Кстати, я вот что думаю. Вот эти вот можно сделать и побольше. Например, 240. Чтобы надуть, а то и 250. Чтобы центральную часть надуть вообще прям. А вот, например, вот это вообще 270 можно сделать. Чтобы она лучше надулась прям. Так, внизу что у нас? 270, 250. Отлично. Кстати, что у меня тут топ-стич? А как это у меня? Так, ну-ка. Топ-стич. Фронт. Что в бэке? Точно так же, как и на фронте. Дальше. Где-то у меня тут есть кнопка показывать везде. В обоих сторонах. Да. И у меня нету где-то топ-стича этого. Ага, на одной штучке нету. Так. Симлайн топ-стич. Так, тут вроде бы все есть. Все, мне форма вполне себе нравится. Единственное, что что-то вот здесь оно... Так, ну-ка, Ctrl-Shift-J. Посмотрим. Так, что за дела? У меня не везде стоят сет-саблеры. Да, вообще не везде. Так, что-то пошло не так. Ctrl-K. Мне нужно вытащить швы. Так, вытащился. Ну, такое.
Я думаю, знаете что? Кожа слишком толстая. Давайте я сделаю на единицу. То что уж слишком уж она. Блин, теперь вот хочется взять и вот это вот пришить под низ. Знаете, что хочется сделать? Взять эту кожу, сделать это все. Так, у меня что, не прошито М? Так, это у меня прошито. Это у меня тоже прошито. Что-то у меня не то. Это прошито. Нет, это все сделано. Тогда ж в чем дело? Так. Так, вот эта линия 150. Ослаблю я ее до 5. О! Наконец-то. Наконец-то она сложилась. Дальше. Вот этот трек тоже нужно... Так, а где у меня треки? Вот этот трек тоже нужно уменьшить до 3. И тогда все с этой сумкой будет в порядке. Все. Вот теперь она мне прям максимально нравится, как она тут уложена. Прям идеал. Даже, наверное, не буду я вшивать вот эту вот нижнюю часть. Мне, в принципе, блин, хотя, может быть, и было бы прикольно бы это сделать. Так. Дефолт. Так. Add internal isoline 0.2. Короче, у меня есть вариант сшить ее внутрь. Значит, что мы можем сделать? Мы можем сделать следующее. Где у нас тут set sublayer? Короче, смотрите. Это сюда. И это все настраиваем сюда. Это наоборот. Сюда. Вот так. И что делаем? Так. Блин, мне вот эти швы, конечно, вообще не нравятся. Знаете, что я сделаю? Наверное, переделаю это на топ-стич. Потому что... Edit топ-стич. Удалю, потому что мне эти красные штуки мешают вообще очень сильно. И сделаю, и переделаю это все на топ-стич, потому что на топ-стичах почему-то оно не показывает эту красную фигню. А мне это и нужно. Так.
Ну, а чё за фигня? Чё ты до конца не доводишься? Алло. Ой, божечки. Что-нибудь всё да не слава богу. О. Так, и здесь. Так, ну и теперь так, здесь что? Здесь то же самое. Так. Теперь на этой стороне. Так. Вроде как да. Теперь это. Ну и последнее. Всё. Вроде мне ничего не мешает. Так. А нужно ли мне и на фронте, и на бэке показывать это? Давайте еще раз проверю. Так, только на фронте. Ай, да похрен. Нормально. Все, вроде бы везде показывается. Хорошо. Что у нас тут? Ориентируемся по этой штуке. Ой, не знаю, попробовать ее туда зашить или нет. У нас здесь точно есть какая-то прошитость. Думаю, что должна быть какая-то здесь подкладка по-хорошему. Давайте попробуем пришить. О, нет, тут не так это будет пришиваться. Хорошо, давайте попробуем. Так, не, пока не буду морочиться. Пока пусть так будет. А знаете, что было бы хорошо пришить сюда? Просто поверху кусок. Наверное. А внутрянку не пришивать. А может быть и нет. Ладно. Все. Попробую. Так.
Вот это будет проблема. Попришивать вот эти штуки. Не знаю, блин, зачем я это делаю? Ну, давайте представим, что это было бы нормально внутри, и это чтобы лежало. Это я пока уберу. Так, нижнее я заморожу. Это я деактивирую и посмотрим. Так, тюрнет. Тюрнет. Так. Вроде как да. Дальше. Надо лишние точки поубирать. Так. Так. Add internal isoline 0.2. Extend to outline. Так. Теперь сделать то же самое здесь. Так, здесь точки поудалять лишние. Что еще? Ну, вроде ок. Окей. Дальше. Так, окей. Теперь пришиваем N. Нет, не так. M. 1.36. Так. Вроде нормально пришивается. Так. Ну-ка. Ну, да. Нормалек. Вообще прекрасно. Единственное, что я бы сделала бы копию. Так, я бы сделала бы ее где-то на 0.2 и закинула сюда и сюда, чтобы она не была прям слишком уж толстая.
Так, это я заморожу. В принципе, пофигу потом. Окей. Внутри я прошивать это не буду. Это слишком. Это уже лишнее. Давайте сделаем ту же самую манипуляцию здесь. Так. Почему оно мне не дотягивает? Окей. Так, Б. Это я сделала. Теперь то же самое здесь. Так. Единственное, что мне, знаете, что не нравится? Я даже не знаю. Ну ладно, пусть пока так будет. Теперь шьем вот это в обратную сторону. Или нет? Так. Shift-C. Так, это Shift-Q. О, я сделала неправильно. Мне нужно было все шить. Shift-Q. B. Ну-ка. Вот эти швы надо удалить. Они неправильные. Вообще. Нужно было шить здесь. Оно же там тоже перевернутое, как и везде. Типа внутрянка тоже перевернутая, как и наружная часть. Поэтому вот. Так. Так. Так, Б. Вот эти все чё они флэт? Они должны быть тюрнут. И у них не должно быть нормалки. Кстати, у этих тоже не должно быть нормалки. Так, а я не прошила тут, да? А надо было. Тут есть, да. Окей. Так, нормалка не нужна. Окей.
Все. Так, это внутрь кладем. Что-то у меня тут все попереворачивалось. Ой, ну ничего страшного. Так, я уже что-то не то поворачиваю. Так. Дальше. Знаете, что мне хочется сделать? Что-то мне хочется отрезать вот эту часть нижнюю. Вообще нафиг. Чтобы она там не выступала. А хотя, нет, пусть будет. Так, М. Ну. Ну. Блин, как же долго-то, а? Но я это сделаю. Хочется уже как-то за один раз довести все это до конца. Так. No, давайте отсюда. Так, непонятно. Да, блин. Ну, давай. Так. Так, я прошила низ, но верх я не прошила. Здесь я прошила верх, но низ я не прошила. Ладно. Прошиваем все. Так. А мне нужно это пришивать? Наверное, нет. Поэтому оно и не прошивается. Что-то не поняла. Так, а здесь что тогда не этот оверлаппинг? Ни финта не поняла.
Блин, какая-то хрень. Не, короче, мне так не нравится. Давайте это отрежу и удалю. И прошиваем мы не это с этим, а одно с другим. Вот это вот с этим. А это я выкину. Так, да. Окей. Дальше. Так, это я... Так, хорошо. Теперь прошиваем вот эту часть внизу, вернее вверху, и в целом хватит нам с этого. Значит, что делаем? Вот это нужно прошить. В общем, большая часть работы в этом проекте это попришивать вот эти вот все швы один к другому. Ну и то же самое нам нужно сделать сверху. Отдельными кусочками. К сожалению, нам через Shift не получится прошить, потому что у нас швы нахлестываются друг на друга. Поэтому приходится вот такой фигней заморачиваться. Угу. И с другого бока тоже надо сделать такое же самое. Так-то еще и 2 шва. Давайте я буду сразу прошивать оба. Так, теперь нам нужно убрать вот на этих верхних швах. Блин, чё ж ты выделяешь мне все швы? Так, тюрнет. Убираем нормаль. Нам не надо. Тюрнет. То же самое нужно сделать здесь. Ой, а я не попрошивала это, да? Понятно. Сейчас будем делать. Так, тут я уже что-то сделала. Так, тюрнет. Окей. N. Вернее, M.
Так, теперь делаем то же самое. Выделяем Б, все швы верхние. Так, тюрнет. Убираем нормали. Шьем. Все. Подкладку внутри сделали. Зашибись. Не знаю, теперь моя душа спокойна с этой подкладкой. Не знаю, зачем я ее делала, но пусть будет. Пусть будет пирожок. Хорошо, теперь делаем клапан. Ориентируемся. Так, 16 и 10, да. Клапан у нас заходит... Так, я не знаю, как он там с обратной стороны сделан. Но здесь он... Давайте так. X 6,05, 6. Давайте я сделаю 6 сантиметров его. Так, S, вернее, он у нас будет симметричный, наверное. Да. Так, если он у нас будет 6 сантиметров, он только будет в половинку. И высотой пусть будет 12. Конечно же, квадровая сетка. Конечно же, где тут 5. Так, какой высоты я его сделала? 12, что ли? 12. Да что ж такое? 100. Да, 12. Окей. И это у нас половинка. Так. Alt. Y. Так, давайте сделаем Cancel Access. Пока что уберу вот эту точку, потому что нам нужно закруглить угол. Так, Edit Corner на 6 с обоих сторон. Так, эти я убираю. Теперь Alt-Y. Хорошо бы понимать все-таки, какой там клапан-то внутри, а? Так, 7, 5. Давайте это как-то повернем. Положим аккуратненько. Вообще бы это бы еще, знаете, что сделать? Поставить. Два, 4. Вернее, повесить как-нибудь. Сейчас я его попробую запустить в свободное падение. Пусть оно немножко выпрямится. Как-нибудь. Так, у меня что тут замерзшее что-то? Или что? Так, вроде ничего замороженного нету. О. Отлично. Ну, вроде выправилась. Так. Мне это нравится. Друзья. Прикольно. Прям вообще. Так, к чему бы нам пришить клапан?
Shift-Q. Так, клапан. Так, как его можно разместить? Move. Сюда прицепили. Кстати, вот этот значок Move to, он сразу и наклоняет, и как будто бы позиционирует к нужному, к выбранному, короче, элементу. Так, ну что, мне очевидно, что... Что мне очевидно? Ну, вроде бы как бы ширина норм. Глубина этой штуки... Так. Глубина этой штуки вроде бы тоже норм, но... Ну, в смысле, вот высота. Ну, что-то хочется как-то его поуже, что ли, сделать. Все равно. Хотя... Нет. Значит, сюда. Offset Pattern Outline. Тут не надо. Делаем еще, наверное, сантиметров 6. Так. Эти точки убираем. Как это клапан этот надо сделать изящно, а? Не хочется прям просто так вот взять и какую-то хрень сделать. Так. Remove all baselines. Так. Где у нас Add internal ISO line? Где-то на 6. Так, 6 это мало. 2 на 8. Окей. Так, что с этим делаем? Это мы... Ага. Оно же у нас еще не туда. Так, да. Значит, берем сгибалку и сгибаем пока что. Тип как-то так. Так. Ну. Да ты будешь загибаться или нет? О. Дальше. Берем отсюда Add internal ISO line в обратную сторону где-то 4. Окей. И тоже сгибаем. Типа так. Окей. Теперь нам нужно это как-то что-то приклепать, что ли. Или пришить. Но мне вот хочется здесь X поставить. Так. И как-то где-то на 2 сантиметра заузить. Чтобы клапан был какой-то такой вот. И не пришивать его сразу ко всему. Ко всему на свете. Давайте я его еще переверну. И буду пришивать сюда. Так. Это у нас зеркальное, это зеркальное, это зеркальное. И вот здесь мне угол не нравится. Я бы, знаете, что сделал? Edit Curve. Я бы сделала бы... Так. Create... Здрасте. Create Guideline Straight.
Create Guideline Y и занимаемся такой вот фигней. Так. Вот типа так. Ну, что-то вроде того. Вот здесь это уголком все не будет. Это я сейчас просимулирую. И это уберу. То есть, чтобы здесь было закрывание такое плавное. Вернее, что я сделаю? Я сделаю так. Internal isoline. Default. На 0,2 и backward. И сделаем вот аж вот так вот. Так, и все это настроим. Изгиб этот красиво. Может быть, подуменьшим. Но в целом все равно будет изгиб красивый. Дальше мне нужно, чтобы здесь и здесь был add internal isoline default 1. Окей. И здесь у нас будет шов. Так. Ну да, на 0,2. Все правильно. Так, у меня пятерка здесь. Окей. Хорошо. Давайте сделаем layer clone, вернее, create lining inside. Так. Я это пока заморожу. Выставлю set sublayer. Дальше. Швы вот здесь вот не нужны. Здесь, соответственно, тоже. И не понимаю, почему у меня здесь куча швов. Если можно было сделать один. Ладно, давайте я перешью. Так, делаем так. Свободным сшиванием просто сюда. И сюда. Все. Так, это turned. И это нижняя. Должна быть вот это. Супер. Сейчас я вот это заморожу, чтобы оно никуда не улетало. Окей. Теперь идем Stitch Seamline и делаем здесь. Так, что у меня несимметричные швы, а? Это мне не нравится. Вообще ни разу. Хочу, чтобы были симметричные и настраивались нормально. Сразу.
О. Так, и погнали. Ну. О, хорошо. Все, настроилась. Я, короче, не знаю, как здесь устроен вот этот вот клапан сзади, но будем считать, что так устроен. Теперь пришиваем его туда. Давайте сделаем здесь и здесь add internal isoline. Так, 3. Extended. Думаю, что прям четенько. А теперь делаем следующее. Пришиваем клапан. И нам нужно пришить его нижней частью. Так, теперь с страшной силой должна быть это просто история. Так, о. Так, значит, смотрите, прошили здесь до конца, а здесь начали вот с этой линии и шьем дальше. Так, дальше смотрим. Это я размораживаю и пробуем. Так, вроде бы пришилось. Теперь настраиваем весь этот пучок вот этих вот штук. Так, это должно быть не 99, а, например, 170. Все. О, да, вот она история эта. Чтобы у нас было округло. Возможно, надо больше. Давайте 165. Дальше. Ну, как бы теперь осталось только присобачить пуговицу. И заклепку сюда. Так. Давайте сверимся с нашим рефом. Так, вот эта часть мне кажется слишком высокой, выступающей. Соответственно, весь язычок мне кажется длинным. Поэтому сейчас берем вот это вот все. Вернее, так вот заточки. И... А зачем нам это поднимать? Давайте мы вот это опустим. Значит, берем вот это и опускаем где-то на 2 сантиметра. Так. Так, дальше. Мне кажется, что нужно вот эти точки поднять тоже сантиметра на 2. Но не получится. Тогда выделяем парочку таких линий. Удаляем их нафиг. Не, линии пусть будут. Знаете, что надо сделать? Нужно весь этот язычок опустить на сантиметра 2 ниже. А для этого нам нужно вот это на 2 сантиметра сюда. Дальше нам нужно переделать швы. Trim to outline.
Trim to outline. Так, B 1,58. Так, это передвинуть. Это сюда. Это сюда и до конца. Так, теперь здесь окей, а здесь вот так. Давай посмотрим. Так, уселась. Но теперь нужно передвигать полоски где-то на сантиметр. Давай, застегивайся. О, стало получше. Теперь это надо натянуть, по-моему. И мне уже не нужно, чтобы, наверное, пусть это будет 170 все-таки. Более круглая. Так, вот это счастье -5. Вот же зараза, ну ладно. Так, теперь клапан, мне кажется, все-таки маленьким. Надо его выше сделать. На сантиметр. И ближе сюда. Так, и, наверное, полоски все равно надо повыше сделать тоже на полсантиметра. Все равно мы пришли к тому, с чего начинали. Придется просто натягивать. Зараза, ну ладно. Хорошо. Что еще? Не сказать, чтобы он прям... Нет, он ниже должен быть точно. Так, ладно. Еще ниже на 2 сантиметра. А то какой-то он совсем бедненький. Да, определенно точно. Это должно быть вот прям так. Что дальше? Нам нужно прицепить ручку сюда. Ручка на тримах. И нужно прицепить фурнитуру для заклепки. Так, друзья, фурнитуру я поищу без вас в библиотеке. Короче, заходим в тримы, облачную библиотеку включаем. И ищем здесь всякие эти пуговицы, кнопки и прочее. Я буду очень долго этим заниматься, поэтому я уже и так долго занимаюсь этим, поэтому ставлю на паузу, ищу себе кнопки. А вы пока тоже себе что-нибудь поищите. Так, друзья, я нашла какие-то тут застежки, которые
Не знаю, нравятся они мне или нет, но выбор тут не очень-то и большой. Что мы тут имеем? Под эту форму, наверное, больше всего подходит вот это вот более-менее округлое что-то. Давайте попробуем посмотреть на это. Так, у нас здесь трим, который мы можем превратить в пуговицу. Сейчас это просто трим. Давайте я его превращу в пуговицу и посмотрим. Так, что тут есть? Тут есть аж целых несколько частей. Backlog 11A. Это что, 11? Не хочу, заморачиваться. Значит, смотрите. Выгружаю этот трим, да. Делаю следующее. Convert to button. Так. Ничего я тут не меняю. Все окей. Зашибись. Сконвертировали. Дальше. Я такую кнопку не найду. Хотя можно было бы сюда, знаете что, просто какую-то кнопку сделать и все. Круглую. Давайте глянем, может, просто какую-то пуговицу, которая смахивает на какую-то кнопку. С решеточкой прям. Даже не знаю, что тут сделать-то. Ладно, давайте попробуем с тем, что я уже придумала. Так, идем в кнопки, и вот у нас есть, вернее, в пуговице, и вот у нас есть пуговица, которую я выбрала. Значит, что я с ней могу сделать? Где у нас лицевая сторона? Вот здесь. Да. Нет, это не лицевая. Или... Где лицевая? Так, это лицевая. Давайте посмотрим. Internal line. Так, я хочу Shift-Q, Shift-Q. Так. Давайте сделаем Add Internal Isoline еще где-то на 2 сантиметра. Если что, потом исправлю. В общем, берем этот пуговицу, вставляем ее сюда. Она у нас довольно массивная. Так, все, она стоит где надо. Потом, если что, поправлю. Дальше. На вот этом чудесном Shift-Q. Вот этом чудесном нашем клапане нам нужно найти дырку. Место для дырки. Например, сейчас я сделаю так. И это опустим мы где-то на 3 сантиметра. Хотя многовато. На 1 назад вернем. Блин, что-то мне хочется прижать этот клапан. Ну ладно, сейчас будем двигать. Ничего страшного. Берем. Где у нас тут buttonhole. И ставим сюда buttonhole. Дальше делаем свой buttonhole. И назначаем его сюда. В нем выбираем что-то такое попроще, чтобы нам этого вообще видно не было. Где-то здесь нужно настроить
Короче, скрываем его и пробуем застегнуть пуговицу в buttonhole и посмотреть, что будет. Ну, не сказать, что прям красота какая-то невероятная. Куда ж ты у нас делась? Давай. Не так. Берем нашу пуговицу. Поднимаем где-то на сантиметр. Она у нас просто каких-то гигантских размеров. Давайте ее настроим. Так, пусть будет 2. Так, какого-то фига она у нас прям перекрутилась. А знаете, почему она перекрутилась? Потому что у нее стоит коллизия, а нам не надо. Дальше. Она у нас должна быть... Пуговица эта... Давайте ее сделаем поменьше. Может быть, 15. Так, дальше. Что у нас тут? Мы ее можем запихать поглубже. Наверное. Или не можем. Ну, давайте, во всяком случае, попробуем. Так, вроде как она затыкается. Чего мне в ней не нравится? Так, вроде окей. Так. Так. Хочется натянуть получше вот эту штуку. Так, она вообще закрыта или нет? Ну-ка. Нет, не закрыта. О. Теперь закрыта. Только... Теперь она не там, где надо, стоит. Так, закрыто. Теперь давайте сверимся с рефом. Нет, она должна быть пониже, стопудняк. Тогда buttonhole на 2 сантиметра вниз, на 1, на 1,5. Так, а пуговицу на сантиметр. Наоборот, ниже на сантиметр. И посмотрим. Ну, вроде... Так, это что еще такое?
Вроде нормально, только надо ее опять засунуть в глубину. Так. Так она должна находиться. Так. Что я сделала? Все. Мне нравится. Где клапан находится, нормально. Сзади, конечно, можно было бы еще заклепки какие-то поделать, но что-то мне прям влом. Потому что еще нужно, знаете, что сделать? Рученьку. И как ее сюда сделать? Нам нужны какие-то тримы. И нам снова придется лезть сюда. Так, что это такое? Эта штука похожа на... Как у нас тут устроено-то, а? Короче, есть какие-то колечки, которые вставлены внутрь. Я, в принципе, знаю, как они вставляются, вшиваются, обрабатываются. Вопрос в том, где эти колечки найти. У меня в скачанном... Что у меня есть? Наплечники. Так. Бэглок. Это нам не надо. Прикольные штучки, но не то. Блин, вечная проблема-то, а? Как такое сделать? О! Смотрите, что нашла. Это слишком модно. Это тоже. А вот это прикольно. Если вшить туда кожаные петельки. Какие-то кнопки. Так, что у меня тут? В общем, еще раз поищу и верну. Так, ребят, ничего не нашла путевого. Попробуем сделать просто полукольцо и с ним что-нибудь намудрить. Так, будет... В общем, сейчас будем придумывать, что с ним делать там. Так, первым делом повернем, разместим. Оно должно быть маленькое.
Давайте я его переименую. Half ring. Дальше. Давайте мы сделаем металл. Давайте мы сделаем металл какой-нибудь. Кстати, давайте всему сделаем металл нормальный. Так. Что у нас тут за... Что-то хочется, что-то такого не шибко-то насыщенного. Пусть это будет так и вот так. И, может быть, value 60. Так, add key. Здесь делаем тот же цвет. Так, да. Теперь разберемся с размером. Где у нас стримы? Так, здрасте. Вот. Что за размеры у нас тут? Log aspect ratio. Ну, давай сделаем 1. 1 это, в принципе, нормально. Так, поскольку придется мне сейчас лепить Горбатова. Ладно. Так, add internal isoline. Отступаем 2 сантиметра. Так. Делаю я это размером. Так. Trim to nearest internal line. Отлично. Хотя 2 сантиметра это, наверное, много. Пусть будет 1. Будем ориентироваться на 1 сантиметр. Ну, может быть, так. Ну да. Вполне себе. Вообще прекрасно. Значит, что мы сейчас с этим сделаем? Делаем так. Add internal isoline 0,2 extended убираем. Может быть, 0,3. Окей. Окей. Теперь делаем следующее. Берем вот эту кожу. S. Так. 5. Квадровая сетка. Сантиметр шириной. Длиной, наверное, 3. Дальше. Так, add internal isoline 1,5. Дальше делаем realistic fold 0. Fold rendering 3 миллиметра, и мне подойдет. Дальше пришиваем следующим образом. Так,
Q в обе стороны по сантиметру. Ой, сантиметр. Окей. Не подходит. Сетка ломается. Давайте сделаем так. Так, теперь X. Наверное, так. Блин, все равно сетка ломается. Ладно. Тогда что это 1,2, да? Ну, давайте сделаем 1,2. Фиг с ним. Пусть будет так. Пришиваем N. Сюда. N. Сюда. Так. Как-нибудь размещаем. Чё? Куда ну? Ctrl-K. Так, а я пришила на наружную сторону? Или на какую? Забавно. Блин, что за фигня, а? Потому что я пришила вовнутрь, да? Если я сделаю... Я могу сделать тут кат? Нет. Не могу. Я могу сделать... Нет, это херня будет. Тогда Б. Убираем. Убираем. И перешиваем N. Сюда. На внешнюю сторону. Сюда. И сюда. О, теперь оно стало куда надо. Только размеры мне... Так, вот здесь. Почему пятерка? Пусть будет 2. Да. Хорошо. Мне кажется, оно должно быть меньше. Пусть будет 2 сантиметра. А может, еще меньше должно быть. Блин, вот я вообще балда. Я же не туда пришила. Не тем боком. Блин, вообще. Так, мне тогда это вообще здесь не надо. Пришиваем это следующим образом. X. Вот так мы делаем. Ой. X. Так, это мне не надо. X. Так. Не помню, какая из этих штук должна быть. Что-то хочется перенести сюда. Да. Так, значит... не, подождите.
Все правильно сделал. Чё я туплю? О, no. Единственная высота еще нужно исправить. Пусть будет 1. Да. Прям вообще. Высота должна быть вот такая. Дальше делаем. То сделаем здесь. Я сделаю Ctrl-D. Хорошо. Теперь нужно... Так, теперь ширина мне слишком большая. Давайте уменьшать. Q. Давайте сделаем на 0,8. В обе стороны. Или 0,4. Так. Типа так. Теперь затыкаем эту штучку сюда. Так. Есть у меня ощущение, что можно продлить это на 0,2, и будет оно прям в самый раз. Так. А здесь... О! Прям идеал. Так, это мы сюда вставляем, да. Окей, теперь это нужно сделать... Mirror Paste. Ctrl-C, Ctrl-R. Окей. Сюда вставили. Теперь можно мастерить саму ручку. Так, ручка у нас будет шириной тоже такой. Давайте я продублирую Ctrl-C, Ctrl-V. Что мы с этим делаем? Так, пусть будет 10. Так, дальше. Здесь нам это не надо. Давайте ее распрямим. Отлично. Распрямилась. Даже думаю, что и больше должна быть. Так, я бы, наверное, сделала бы коллизию и фриз. Здесь тоже бы коллизию и фриз. Дальше попробуем это разморозить. Это тоже разморозить. И попробуем... Вот это я заморожу. И попробуем посмотреть, будет она висеть на этих колечках или нет. Висит. Прекрасно. Просто супер. Сумка-то висит. Отлично.
Теперь 10 это мало. Давайте сделаем 14. Так. Окей. Дальше. Где же оно у нас тут? Так, у нас должно заворачиваться колечко внутрь, пришиваться там внутри. И еще обернуто оно еще одним слоем кожи. Знаете, что бы я, наверное, сделала бы? Я бы сделала бы Ctrl-K, разморозила. Кожа не хочет падать. Ладно. Так, делаем следующее, господа. Давайте сделаем двойной слой кожи здесь. Не знаю, нужен ли. Ладно, пусть будет этот. Потом сверху обернем. И давайте сделаем его 0,5. Так. Дальше что мы делаем? Наверное, сделаю я его 20. 20 у нас на 2 делится 10, значит по 5 отступаем. Так. А давайте я его сделаю симметричной штукой. Convert to Symmetry Axis. Отлично. Так. Add Internal Isoline 5. Дальше. Здесь делаем 0. Realistic Fold. Хоть целых 5. Так, ловим сюда. Такое себе, конечно. Теперь шьем N. Это сюда. О. Теперь засовываем это сюда. Надо его сначала выправить. Чтобы он как-то здесь разместился в этом колечке. Да. Дальше берем Select Mesh. Выделяем этот кусок меша. Так, друзья, я забыла сохраниться. Я сейчас могу вылететь. И у меня ничего не сохраненное будет. Так, заселектили. Затаскиваем это сюда. И симулим. Супер. Но мне нифига не нравится вот это вот изгиб, вот этот вот. Поэтому делаем мы следующее. Так. М. Давайте я прошью где-то до 4. Так, что-то я тут сделала.
А что ты, собственно говоря, мне делаешь тут? Так, давайте так. 4. И сюда. 4. И сюда. Так, вот это я, наверное, удалю. И посмотрим. Ну, такое себе. Что-то мне это не нравится. Давайте распутывать. Так, половину распутали. Давайте вторую половину распутывать. Ой, лажа какая. Давайте с этой стороны зайдем. Так, да, я поняла, в чем проблема. Швы должны быть черными. О, а то побрали моду. Так, чуточку вниз. Да что ж с тобой такое? Ну ты вообще нормальный или как? Так, еще раз. Select Mesh. Ну, как-то вроде бы получилось. Давайте сюда бахнем эту толстую кожу. Так, единственное, что у меня куда-то улетела вот эта часть. И что-то она не на месте прям стоит. Совсем не на месте. И знаете, в чем, думаю, проблема? Проблема в том, что нужно было не удалять. Internal is align 5. И давайте сделаем наш лайфхак. Internal is align 2 в обе стороны. Double-sided. Ну и, наверное, даже давайте на единицу я поставлю. Окей. Дальше выделяем все это и делаем 150. Хо-хо! Вот это я понимаю. No! No, no! Так. Есть проблемка с этим тримом. Так, будем сейчас выделывать тут все. Это сюда. Да, уже устаканься тут. А это... вот сюда. Давай уже, пожалуйста. Ну, как-то это... У меня, по всей видимости, здесь... Так, масса. Фигня. No.
Коллизия, scale, материал. Так, где тримы? Трим. Это что? А это что? А это что? Забавно. Ну ладно. Так. Почему-то больше нету настроек. Хотя раньше вроде бы была настройка, насколько сильно должно коллизиться это все. Так, дальше. Хочу я это поднять. Так. Хочу я добавить сюда какой-то аватар, на котором все это будет держаться. Для этого пойду я сюда. Возьму... Не, наверное, знаете, куда я пойду? Пойду в стримы. У нас есть тут шейпы. Есть цилиндр какой-то, или вот пол какой-то недоцилиндр. Так, добавлю. Дальше. Что мы с ним делаем? Мы с ним делаем. Это у нас что? Конверт тут трим. Конвертнем в трим. Scale. Значит, так, 5. Допустим, на ручку это потянет или это слишком? 3. Ну, так пойдет. Теперь сделаем здесь. Здесь сделаем 100. Да, это много. 50. Тоже много. 30. 30 нормально. Поднимаем. На этой штуке у нас будет висеть. Так. Сумка наша. Так. Что-то это многовато. 10. Окей. Так. Сумка будет на этом висеть. Что мы с этим делаем? Опять конверт to аватар. Дальше. Сделаю я ему Mesh Subdivision. Дальше я его скрою. Здесь мы оставим у тримов фриз уберем, оставим только коллизию. И посмотрим, что получается. Ну все. Ручка вроде распределилась. Что не хватает? Не хватает нам еще одной этой, как его... Давайте я так сделаю. Так, что у нас тут с коллизией? Давайте я на 0 поставлю. Да, нам тут больше и не надо. Теперь давайте я попробую поставить здесь тоже. Может быть 145. Стало лучше. Не особо. Ну ладно. Так, давайте удлиним до сюда. Будет ли это что-то... О, no. Это слишком. Максимум на... Нет, не буду я ничего удлинять. Короче, здесь оставим как есть.
Коллизию я убрал на 0. Давайте я на эти штучки тоже поставлю, наверное, вот этот лизер. Дальше. Мне не нравится вот эта вот история с этим нулем. Я хочу сделать то же самое. Add internal isoline. 4 штуки нам не надо. Хватит 2. Мы делаем у этого 150. О, это не тут. Это тут 150. О. И теперь... Ну вот сейчас это на что-то похоже. Прям вообще. Теперь нам нужно сделать обмотку этой штуки. И делать мы будем из вот этого. Ctrl-C, Ctrl... Не знаете, как мы сделаем ее? Create lining outside. Так, дальше мы отрезаем ее здесь. И удаляем вот эту часть. У нас остается... Давайте я ее прошью. О, no! Только не это. Надо было remove linked editing, потом сделать G, потом сделать convert to symmetry axis и только после этого обрезать. Cut. И удалять лишнее, а потом уже пришивать. О, пришилось. Теперь здесь и здесь мы делаем следующее. У меня 0,5 миллиметра, значит, нужно сначала 0,1. Offset Pattern Outline 0,1. Делаем Create Internal Line. Окей. Дальше смотрим. Это у нас 0,6. Значит, по 0,3 еще делаем. Add internal isoline. Ой, наоборот. Outline. Так. Где тут? Offset Pattern Outline. Делаем еще 0,6. Окей. Окей. Теперь сгибаем это и это по 90. Здесь можно уже сделать Fold Realistic. Вернее, Realistic Fold. По одному. Куда? Это замораживаем. И Б. Вот здесь вот это вот убираем. Швы эти. Дальше. Чтобы оно никуда не улетало, давайте сделаем отрицательное давление минус 50. Так, что у нас за такая красота невероятная? Давайте сделаю 150 для начала. Так, еще у меня где-то... Вот что у меня. Да куда? Минус 150. Почему оно улетает? Вообще непонятно. Оно же не перевернутое.
Куда ты? Ладно, короче, раз оно согнулось, мы можем сделать следующее. Мы можем взять и прошить это. Так, раз оно куда-то летит, мы его зафиксим. Фикс пин бокс. О. Короче, делаем так. Да что ж с тобой не так-то, а? О, ну, уже практически уже сел сюда, куда надо. Но все равно что-то же не так. Да, блин, ну. Так, set sublayer. Так. Delete. Ну, давай, распределяйся. Все. Распределился. Отлично. Теперь 90. Да, и что это? И куда мы летим? Так, здесь коллизия. Коллизия 0 вроде бы. Ладно, давайте-ка я это тоже заморожу пока. Зафризим. Так. Все, поняла. Нам мешает вот эта штука. Окей. Блин, как-то оно все тут так себе. Эй-яй. 0. Так, я поняла. Нафиг убираем, короче. Наши любимые Realistic Fold. Да. Так, что-то тут не так. 0,6. Ну. Так, здесь что с коллизией? Здесь 0. Здесь 0. Так какого хрена? Извиняюсь за выражение. Так, дальше. Здесь должна быть толстая кожа. Так. Что мне подсказывает, что вот это надо сшить вместе. Нет. Давайте сделаем так. Add internal isoline. No.
Так, 0, 3, 1. Окей. Так, и сшиваем N с этим. Теперь B. Тут не нужно мне ничего такого. Просто сшиваем. Дальше эти швы доводим до сюда и до сюда. Так, 4,30, да? А здесь у меня 4,60. Странно. Ну ладно. Так. Теперь здесь убираем тоже нормалки. Мы сшили тут так чисто для пущей крепости. Дальше убираем у этого фриз. Висим. Сумка висит. Так, ну что мы тут имеем, господа? А, у меня же еще здесь замороженная. Во! Теперь сумка повисла сама на этом. Давайте-ка я немножко сдвину. Она как-то не по центру стоит. Так, еще моментик. Мне нужен здесь декоративный шов. Значит, что мы делаем? Нам нужно прошить еще вот это. Это сюда. И посмотрим. Так, честно, не очень понимаю, почему она у меня отклоняется вперед. У сумки равновесия нету. Надо, знаете, что убрать у этого трима. Это пуговица. А у нее что? Что тут с этим, с граммовками? Пуговицы есть какие-то граммы? Нет? Так, наверное, дело не в этом, а в том, что у нас не там пришиты вот эти штуки. Давайте я их передвину вперед и посмотрим, что получится. Даже, наверное, еще надо вперед. Будем потихоньку ехать и посмотрим, что получается. Так, да, вот еще что. Возможно, у меня где-то давление не там находится. Не то вообще. И это давление может тоже куда-то тянуть. Да, вот оно начало вставать на место. В общем, ждем, когда оно устаканится. Можем подвигать за ручку.
И в целом окей. Единственное, что я бы, знаете, что хотела сделать? О, вот это проблемка, ребята. У меня перевернулся трим. И это проблема. Так. Давайте нацеплять его. Опять переворачивается собака. Ну вот скажи ты мне, почему ты переворачиваешься, а? Я же тебя не просила об этом. Сейчас будем потихоньку затаскивать. Так, знаете, что я сделаю? Его зафрижу. Поставлю вот так и вот так. Теперь можно отфризить. Так, здесь слишком острый угол. Сделаем мы следующее. Так, мы можем здесь хотя бы сделать Realistic Fold, чтобы как-то компенсировать эту жесткость. Блин, что-то хочется мне назад вернуть чуть-чуть эти штучки. На 0,20. Да. Так, давайте проверим. Это у нас вот это, да? Дайте я сюда давление дам. Может, оно его вытащит. Да, начал вытаскивать, но уже слишком сильно. Ну тогда давайте скомпенсируем и здесь. Чтобы она не то, что потому что прям... Так, нам нужно буквально на 1/10, здесь больше. 1 и 1. И тогда будет нормально. Так, это я спрячу. Мне не очень нравится жесткость этой кожи. Я бы хотела... Не этой. Я бы хотела сделать ее пожестче. Так, что за стретч? Стретч — это растягивание. А нам растягивание слишком сильно не надо. Ни тут, ни тут. Ну, в общем, ждем, пока она устаканится. И что-то ее размотало тут прям.
Так, вернись на место. Дальше Shift-A. Да вроде бы оно там, где надо, находится. Но что-то все равно не так. Так. Давайте я ей дам в свободном падении побыть. Так. Теперь мы сделаем следующее. Фикс спин и зафиксим здесь небольшой участок. И пусть падает. Не знаю, почему ее постоянно перекручивают. Но мы можем сделать так. Мы можем сделать так. Более-менее как-то ее выставить. Заморозить, наверное, внутрянку. И дать ручке просимулироваться. Для того, чтобы она куда-то пыталась вверх поехать. Я ее сейчас дам ей давление. И не знаю, что это мне даст. Ну, вдруг... Не. Этой ручке ничего не даст. Потому что она обернута сама вокруг себя. Тогда мы можем ее усилить, убрать давление, нафиг. И это тоже что-то ни хренашеньки не дает. Какая-то она совсем не похожа на то, что мне надо. Какая-то кожа здесь вообще не та, что мне надо. Как-то она себя так ведет. Так, мне нужно... Пусть она будет 70, например. Так, а где мой аватар? Skin offset пусть будет миллиметр. Дальше. Ну, что-то с этой ручкой вообще не то. Что это корежит-то, а? Чего она такая не жесткая? Так, знаете что? А почему она вообще не то, что мне надо? А, ну понятно. Хорошо. Давайте сделаем какой-нибудь фьюзинг. И посмотрим, что это даст. Так,
Так, вообще какая-то лажа. А у меня... Ладно, давай я толстую сюда накину. Толстый материал. И сюда тоже. Так, что здесь? Эй, стретч. Так. Не то что-то. Бендинг. Ладно. В общем, в целом меня результат устраивает. Давайте посмотрим на то, что у нас получилось по выкройкам. Вот эту штуку можно удалить. Все наши выкройки поместились здесь. Так, это ручка. Так. Это сюда. Home. Это сюда. Давайте рассмотрим в 3D окне, что мы имеем. Так, где у нас тут есть? Давайте забейкаем свет и посмотрим, это вообще поможет нам рассмотреть тут что-то или нет. Ну, теней нам трошки добавила. Объема немножко мы видим. Давайте я поубираю все цвета, чтобы они нам не мешали. И насладимся результатом. Так, я забыла повесить сюда и сюда эти, как его... Это нам нужно не сюда, нам нужно сюда. Значит, что делаем? Нашиваем швы. Так, это что я делаю? Топ-стич. Ну да. Ну. Так. Не то. Дальше. Сюда. Сюда. Здесь то же самое надо сделать. И осталось нам на ручке это сделать. Все. И смотрим еще раз в 3D.
сзади забыла. На второй половинке. Вот же ж балда. Здесь же тоже надо делать. Так. Все, получилось. Еще раз смотрим результат нашей сумочки. Может, еще зарендерю, вам покажу рендер. Но для начала покажу так. В общем, не знаю, как вам это вообще идея шить сумки, но мне она нравится. И, наверное, я буду здесь периодически это делать. Не знаю уж, буду ли я только дамские сумочки шить, но мне, в принципе, вообще нравится работать с кожей и всякое такое. Может быть, меня еще хватит на то, чтобы сюда сделать в Style 3D какой-нибудь прикольный рюкзак. Вот такой вот результат мы на сегодня имеем. Всем спасибо за внимание, кто был со мной, кто досмотрел до конца. Ребята, вы крутые. Я не знаю, кто смотрит это по столько часов, поскольку я делаю. Но спасибо вам. Пишите комментарии, ставьте лайки. Я даже не знаю. Напишите что-нибудь в комментариях просто прикольное, просто смешное, просто веселое. Потому что ваши комментарии помогают продвигаться моим видео на YouTube. Это мне очень поможет в дальнейшем. Спасибо. Пока.